Знаете, а жизнь штука непредсказуемая. Так любила говорить моя девушка, пока не исчезла. Журналисты, они любят найти себе на задницу приключений. Несколько месяцев поисков, но результат нулевой. Я уже и не надеялся что-то о ней узнать, как в одно прекрасное утро ко мне в дверь постучали. Двое, не представились. Сказали лишь, что если я хочу увидеть свою бабу живой, то буду об этой встрече молчать и внимательно слушать. А потом на меня полился целый поток информации, который, возможно, изменит всю мою жизнь. Ксения находилась в Чернобыльской зоне отчуждения. И эти люди сказали, что именно мне нужно отправиться туда за ней. А они готовы в этом помочь, снабдив всей необходимой информацией, оружием, снаряжением и ресурсами для поисков. На вопрос, какой у них в этом интерес и что вообще происходит, они не ответили. Сказали лишь, что все узнаю в свое время. Не буду объяснять, зачем я поступил так тупо, дав согласие, но уже через пару дней я был на окраине зоны за первым кольцом периметра. Опа, кто-то висит. Посредник сообщил, что я должен найти схрон, в котором будет все, что нужно для моих поисков. Детали он не уточнил. Так, посмотрим, что тут у нас. Ого, нехило. Да уж, в ее поисках явно заинтересованы. По зоне с такими деньгами бродить опасно. Потом пересчитаю. Так, а это у нас карта. Наверное, карта находящегося тут подземного комплекса, о котором мне говорил посредник. Ни черта не ясно, но судя по карте, тот еще лабиринт. Так, аптечка первой помощи и пропуск. Ладно, надо собираться и двигаться в лагерь сталкеров, а то с деньгами по зоне бродить. Хлопнут за милую душу. Ну что ж, посредник не солгал. Ресурсами в виде денег меня снабдили по полной. Ну правильно, сталкером-то я не являюсь. Искать артефакты не умею, да и с оружием обращаюсь не так, что пуши хорошо. Деньги помогут в решении многих вопросов. Главное их сохранить. Но за что отдельное спасибо, так это за пропуск в зону, явно оригинальный на мое имя. Даже не хочу знать, что произошло с его прошлым владельцем. Впереди стреляют. Судя по всему, недалеко от военного блокпоста. Да, слышно. Серега, ты слышал? Угу. Да. А торговец в том шатре находится? Вы к нему еще не ходили?
Галочка. По половине. Вы это слышали? Тут очередь? А кто последний? Окей, буду за тобой. Он недавно открылся. Вижу, совсем все не обустроено. Да, порядок. Полное. А блокпост военный где находится? Метров 150. А они сюда не заходят, не трогают? Еще не были. Там мы по рации слышали, их монстры атаковали. Да ты что? Сюда доходят? Слухи, да. Ну я слышал, там какие-то выстрелы, то есть они Недавно. пулеметы работали. Очередь. А торговец не промах. Еще не успел толком разложиться, а уже активно торгует. Ну, у него и узнаем, знает что-то ли он о Ксении. Может, получится и деньги на сохранение оставить. Не хочу быть джекпотом для первого же грабителя. Но главное, выгодно договориться. Мужики, почем он берет? По баксу? Папа. Да он не охренел вообще. А скидки могут быть? Могут. Но не сейчас. Я просто будут. А за что скидку? Как заработать? Сотрудничать. Кем? Мне капец, доллар. Так что, Да, за что? Хорошо. нам не помешают? Ну, думаю, нет. Присаживайся. Я так понимаю, мне пока некуда, да? Ну да, можно так. Я бродить вокруг да около не буду. Я могу быть тебе очень полезен. Ты можешь оказаться полезным мне. Ну, допустим. Я хотел бы узнать информацию. Для начала, как обстоят дела с военными на кордоне там? Почему они вообще здесь, скажем так, не совсем в тех местах, где они должны быть? Блин, вот прилетели на верхушку, бросили, поставили кордон. А Никого не пускают теперь. А скажи, здесь давно эта территория обследования, не исследована? Да буквально там месяц, где-то так появилась, вот, и пытаемся ее как-то обжить. А куда стучать? Сейчас занято, я позову. Хорошо, я хотел бы тебя спросить еще на одну тему. Я ищу одного человека. Я недавно прибыл, скажем так. В зону так еще недолго, я в принципе не сталкер, я не занимаюсь ни артефактами, даже ПКС нету. Я здесь исключительно выполняю поисковую миссию. Я думаю, так как ты торговец уже повидал местных, то можешь знать этого человека. Секундочку. А спутник здесь ловят периодически. Порой бывает, но ненадолго. Угу. Вот я ловлю момент, пока могу поймать. Я ищу эту женщину. Что-то знакомое. В зоне она недавно, буквально несколько месяцев назад. Невысокого роста, рыжие волосы, заплетенные в косички. Насколько я знаю, была вооружена холодным оружием и АКС. Ну, Ты что-то о ней знаешь, слышал?
так, насколько припоминаю, вроде бы вот когда мы сюда пришли, вот разбили лагерь давно-давно, когда вот началось исследование этой территории, то вроде бы она где-то тут ходила. Насколько я помню, она что-то искала внутри этой зоны, хотя не знаю, что можно было искать, может она по факту была новая. Вот. Но ей что-то было неизвестно, и я никак не мог ее допросить. Угу. Вот. Она была весьма скрытная и как-то ушла, и я ее больше не видел, если честно. Вот. Может она и нашла то, что искала, а может и нет. Но она ушла туда, да? Она ушла, да, и не возвращалась точно. Угу. Отлично, спасибо. Угу. Теперь, как говорится, информация за информацию. У меня есть... Как у вас обстоят дела с воятами здесь? Такое терпимо. У меня, в принципе, Пропускают, нормально, не пропускают? У более-менее. меня Ну, у меня есть... есть свои схемы, а эти, кому повезет, того пропустят. У меня есть вот такая вот штука. Угу. Видел я такие. Ну, я в случае чего могу в теории попасть туда и выйти Да. наружу. Да. Поэтому полезны мы друг другу можем быть. Согласен. Но Да, очень хорошая вещь. не спрашивай откуда. Я Это не буду. информация Я прекрасно закрытая. И хотел бы знать, я могу у тебя на сохранение оставить сбережения. Тоже не за спасибо. Согласен, давай за 10% сбережений я Угу. 10%, давай 5. Я все Ну, же, давай, я думаю, все ты же не будешь артефактами не... Давай, договорились. Хорошо. Я сейчас возьму себе на карманные расходы. Я бы не хотел такой суммой денег появляться Согласен. в зоне. Даже И я так думаю, не что рискую. это останется между нами, правильно? Я ничего не вижу. Угу. Возьми. Эти 3 мои. Договорились. У тебя, я так понимаю, сейчас еще торговля идет не бойко? Ну нет, я еще как-то не успел разложиться. Вот. А этих сталкеров тут прорва. Шел Угу. и был. Я тебя сейчас беспокоить не буду особо. Угу. Хорошо? Договорились. Хорошо. Я пойду пообщаюсь пока с народом. Давай. Если что узнаю, скажи, а как обстоят дела в самой зоне? Есть там научные группы, бандиты? Что вообще там за кордоном? Поговариваю, что там есть одна научно-исследовательская лаборатория. Угу. И вот как раз ее снабжают вот эти военные. Ага. Там есть какой-то персонал, который они наняли в виде военных сталкеров, как я понял. Как говорят, собственно. Но я их, если честно, еще ни разу не видел. Понятно. Может, они где-то в глубине или в каких-то подземельях сидят. Ну давай я попробую туда пройти, все узнать, потом Договорились. вернусь и поговорим. Хорошо, без проблем. Хорошо. Все, спасибо. Мгм. Буду рад сотрудничеству. Так, отлично. Ксюха в зоне. Теперь надо туда попасть. Так, но перед этим мы пообщаемся с местными бродягами. Вы к военным еще не подходили Нет. туда? А что там? Стараетесь не соваться? Ага. Да я вот тут хочу узнать, как они к нашему брату Сталкеру относятся. Ага. Ну, надо проверить. Ведутся ли они на диалог? Может быть, попадутся парочку корыстных? А пошли вместе, мы тебя прикроем. Знаешь, я не откажусь. Сейчас, ребят, не поговоришь? Ну, слышишь, они разведут радиация, где, как, не в курсе? Понятия не имею, я пока отключил ПДА, сейчас включим. И будем знать, где Это что и здесь как. пока чисто. Здесь чисто, а как там, надо очень аккуратно. Угу. Вот сейчас и узнаем. Мой показывает. Вы в зоне еще не были? Не. Вот это. Мы вообще здесь недавно. Угу. А откуда пришли? Мы еще недавно. Не, я имел в виду не откуда родом, а откуда в начале. Давно зону топчешь? Не, недавно. Вот он. Я 30 лет бежали, да. Да ладно. Халявина. Они в Чернобыле. Ну, сами Чернобыль. Угу. И вот как все там началось, так
Мыкались и попали в халявин. Ну, халявин. Реально, ну реально. Короче, вот оттуда дёру и сюда. Да, здесь чисто пока. Ну вот, да. Если Там наводку чисто, в да. лабораторию не отвели, блядь, то может нас не найти. Нет, тут только жить можно. Потому что вот Смотрите, давайте сделаем следующим образом. Вы меня подведете, ну, Ага. то есть к военным, но сами туда, Попробуй. но сами туда не макайтесь. Да, У меня хорошо. есть одна тема, Ага, которая меня в случае еще может прикрыть. У ага. вас ее нет. Хорошо, мы Я уйдем потом- назад аккуратно. Вы отходите назад, я переговорю с ними. Ага. И потом будем знать, Да, что к чему. договорились. Сейчас я Всё. еще к барыге на минутку подойду и присоединюсь. Давайте. Вроде мужики нормальные, но вот пропусков у них нет. А если солдаты увидят меня в компании сталкеров-нелегалов, то это может вызвать подозрения. Поэтому придется им посидеть в ближайших кустах, пока буду разговаривать.